Друзья, доброе утро. Смотрите, какая красота, какую красоту Настя навела на задворье, забугорье, зазаборье. Черт его знает, как это назвать. В общем, здесь тоже подстригла все кусты. Тут стали такие дорожки. Смотрите, наш плющик вообще в этом году разросся, как я не знаю что. Ну, красота же, а? Смотрите. Вот он, красавец. Полез уже на пень. Ну, такой будет английский уголок с плющом. Вот, сейчас покажу, как полянка выглядит. Здесь тоже потихонечку, когда есть время, приводят все в порядок. Досаживают какие-то кустики. Вот бахчевые посадила, я их так называю. Это какие-то цветы, я уж не помню, как они называются. Но я их называю бахчевые. Вот. Это сюда нам свозят покошенную траву. Вообще народ, конечно, смешной. Я много раз видел, в контейнеры выбрасывают мешки с таким золотом, как покошенная трава. Вот эта покошенная трава — это идеальное удобрение вообще. Ну вот кто-то это просто выкидывает. Настя это собирает. Вот, ей туда прям вот свозят сюда вот. И она это потихонечку все растаскивает по своим угодьям. Вот. Вот так это сейчас все выглядит. Прям. Я вот думаю, может быть, сделать гольф-поле. Вот, и помните, я говорил, вот круги на одном поле, да, а растения разные. Вон, видите, здесь вот такие, я даже не знаю, как они называются. Здесь вот совсем по-другому это все выглядит. Здесь вот, кстати, дикая яблоня растет. Вот. И здесь вот немножечко по-другому. Ну, то есть вот это все на одном поле, а выглядит это все по-разному. А здесь вот совсем по-другому. Да, здесь вот васильки какие-то. Ну, или... Нет, подождите, это цикорий, по-моему. В общем, я это умничать не буду. Я, как всегда, сейчас чушь наговорю. Вот, и это тибетская малина. Потихонечку захватывает пространство. Вот она, красавица. Псы, пошли домой. Вот, пошли посмотрим, что у нас с опалубкой. Опалубка потихонечку разрастается. Весь внутренний контур я сделал. Теперь сегодня нужно сделать геройский рывок, постараться сделать наружный. Вот я первую стену вчера напилил, я еще не закрепил, вот она. Это наружный контур, вот он вот так пойдет, да. Но вот внутренний я уже сделал. Вот видите, появилась контуры первой стенки. Вот она стена. Вот так вот она пойдет. Вот это первая стена. Это внутренняя стена. Когда мы вот заходим в теплицу, да, вот она вот здесь, по сути, дает границы грядки. А вот она сама грядка внутренняя. Ой, ну что, осталось добить внешний контур. Вот он, видите, вот он еще. Вот здесь вот пойдет опалубка, создаст вот этот вот последний, как говорится, контур фундамента. Значит, дальше я вот думаю нужно оббить все стенки. Вот, я думаю, либо полиэтиленом, либо рубероидом. У меня рубероид немного есть. Я попробую им, если я пойму, что это как бы неудобно, и он там жесткий, туда-сюда. У меня углов очень много, неохота вот с этим возиться. Полиэтилен, конечно, намного проще было бы, наверное.
С другой стороны, надо куда-то это рубероид девать. Вот. Ну, в общем, короче, я попробую рубероидом. Если получится, сделаю им. Вот. И надо считать арматуру и считать, сколько цемента мне нужно будет. Надо посчитать мешки. Слава богу, есть всякие клауды, чаты GPT, где в принципе можно сделать более-менее адекватный расчет всего. Потому что так бы я как бы это все считал бы вручную, а я такой еще расчетчик, в общем. Но это в любом случае не сегодня, потому что сегодня 13 число, 13 числа я ни хрена не считаю, ни черта не делаю, стараюсь вообще не дышать. Вот, у меня есть там два пунктика такие, это вот 13 число и ключи на столе. Ключи на столе, все пропало. В общем, короче, это что-то к психологу, конечно, но меня на этом триггерит. В общем, вот такая вот история. Вот потихонечку все делается. В общем, план такой. В этом году кровь из носа, залить фундамент и поднять стены из кирпича. Вот. И в зиму уходим в деревяшки. Ну, то есть я буду зимой готовить все деревяшки. Ну, кстати, может быть, и зимой начну и колотить, потому что, в принципе, зимний период, если он не особо снежный, не особо снегопадный, то можно что-то и делать. Это же деревяшки. Правда, один момент есть, я все-таки хочу проклеивать стыки, и вот это, конечно, может быть, нет. Может быть, зимой нет. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, я хочу перед зимой купить все дерево, чтобы оно у меня было, и я начал подготавливать весь проект, все лего, чтобы потом все это дело по весне просто сколотить, собрать, и в хорошем варианте останется только купить стекла. Вот, со стеклами тоже будет интересная история, потому что там очень много будет... Ну, как бы каждое окно нужно будет под свой размер резать, и здесь я, наверное, буду заказывать. А может быть, просто куплю стекло и сам буду нарезать в размер, не знаю. Я еще об этом не думал. Вот, еще нужно будет изучить, где вообще в таком количестве стекло можно будет здесь купить, Серпухово. В общем, спокойного мне 13 числа. Доделать бы сегодня контур, это было бы идеально, если по работе сегодня будет тишина, а что-то какая-то наступает тишина, она мне не нравится, но она наступает. Как бы заказов нет, так что это не очень хорошо, но как есть. Вот, в общем, короче, если сегодня смогу, доделаю контур и начну пробивать рубероид. И дальше уже просчитывать, соответственно, арматуру и цемент. Покупаем. Вот. А что у нас с тыквами-то? О, растут. Видите, на горке посадили. Вот временно, как говорится, она захватила всю горку. Тыква. Будет такая, царь тыква такая, да? Вон она. Вон их куча вообще там. Вот. Настя с утра собрала все помидоры. Хотел показать всякие урожаи, что там в теплице. Вот, но она собрала, покажу, зеленые. Вот. Что-то в этом году как-то я вот не часто захожу, но вот смотрю, здесь как-то прям дофига помидоров. Вот. Прям какой-то урожайный год, видимо. Я не знаю, у всех так интересно. Или только нам так повезло. Потому что в том году это был какой-то кошмар. О, перчики еще есть.
Еще тут помидоры. Ну, в общем, урожай. Вот, а это, по-моему, мелиса. О, да. Или нет. Ну, в общем, или мята, или мелиса. Вот, еще здесь огурцы. Так что, в принципе, урожай. Ну, я надеюсь, эта теплица последний год урожай дает. Вот. И будем с ней как бы прощаться. Я не уверен, конечно, что она зиму переживет, потому что она уже так сильно наклонилась. И там уже куча дырок в крыше. Ну, в общем, я ей даже не занимался в этом году. Вот, смотрите, какая тыква. Еще одна, да? Просто их какое-то огромное количество. Вот, любители тыквы будут просто счастливы. Я тыкву не ем, мне она не особо нравится. Единственное, что я ем, это тыквенный суп. Тыквенный суп клево. Ладно, в общем, всем хорошего четверга. Натрещал, как всегда. Не знаю, может быть, поставить канал на паузу. Как-то все очень тухло. Как-то мне кажется, что никому не нравится то, что я делаю. Зачем я это тогда делаю? В общем, я подумаю, может быть, правда, стоит немного на паузу поставить, подумать о смысле дальнейшего ведения этого канала. Ладно, друзья, всем пока, всем хорошего четверга, а мы с вами пойдем трудиться.